Всем привет, дорогие друзья! В этом видеоролике я хочу рассказать, что такое ложный пробой уровня. Итак, представим, что у нас есть некий ценовой диапазон, в котором ходит цена. То есть у нас есть такой рейндж, и в какой-то момент цена резко устремляется к уровню, пробивает его, но не закрепляется за ним и уходит обратно в свой рейндж. Это происходит потому, что в данной точке объемов на продажу становится больше, чем объемов на покупку. То есть происходит дисбаланс цены. А происходит этот самый дисбаланс цены, потому что все те мелкие спекулянты, которые покупали здесь, на данном росте, начинают фиксировать свои позиции здесь. Плюс тот, кто создал это движение, скорее всего, набирал лонговую позицию в данных точках. То есть он здесь потихонечку открывал ее и здесь уже создавал вот это движение, чтобы выбить стоп-лоссы вот этих участников, тем самым закрыть свою позицию, потому что стоп-лоссы участников это ликвидность. А возможно в данной точке стоит продавец, крупный игрок, который хочет открыть свою позицию за счет стоп-лоссов вот этих вот участников. То есть он не может сразу кинуть огромный объем по рынку, потому что создастся огромный дисбаланс и будет огромный шпиль, то есть большая свечка. Вот. Ему выгоднее по чуть-чуть открывать свою позицию за счет стоп-лоссов участников, для того, чтобы, первое, набрать позицию, а второе, то, чтобы ликвидировать лишних пассажиров, то есть чтобы они не мешали дальнейшему движению. И после того, как он наберет свою шортовую позицию, он двинет уже дальше рынок. Обычно это видно благодаря объемом, то есть в данных точках на пробитиях происходят огромные всплески объемов, то есть здесь срабатывают стоп-лоссы участников, то есть вот здесь такие средние такие объемчики, и здесь один огромный объем, кульминационный объем он называется, и после этого цена уходит вниз. Такое тоже возможно. Также, возможно, в данной точке стоит крупная лимитная заявка, которая не дает просто цене пройти. Просто не хватает покупателям денег, объема, чтобы разъесть данную заявку. То есть, почему происходит ложный пробой? Вариантов на самом деле много. Нам важно найти тот самый кульминационный момент, ту самую разворотную точку и зайти максимально эффективно. Что нам важно найти в данной точке? Первое – это круглое число. Но круглое число должно быть действительно большим и весомым. То есть, например, 100 тысяч по биткоину. То есть, не должно быть там 100 тысяч, 101 тысяча, допустим, там 111 тысяч. Это все мелкие уровни. То есть, нам важно именно большое круглое число. То есть, крупное число. Это, допустим, там по биткоину 20 тысяч, 25 тысяч, 30 тысяч, 35 тысяч. То есть это будет означать то, что покупатели в данный момент не готовы покупать по такой, на их взгляд, большой цене. Второй момент, нам нужно найти крупную лимитную заявку в стакане. Допустим, 1 миллион, на 1 миллион долларов, допустим, да, суммарно. В данной точке возможно рассчитывать на разворот, потому что у покупателей просто не хватит сил выкупить данный объем. И давайте теперь посмотрим на мою сделочку ложный пробой от плотности. То есть графически это выглядит вот так. Видим уровень, четкий закол и идет разворот цены. То есть видим, в стакане стоят заявки на круглых числах, что на споте, что на фьючерсах. Вот меня забирают мои лимитки. Из 5 лимиток забрало 4. К сожалению, это частая проблема данных торговых систем, потому что может даже иногда ни одну лимитку не забрать, и цена уйдет без вас. В данном случае стоп-лосс является разъедением данной плотности. На самом деле здесь не самый резкий подход к уровню, но здесь была низкая активность, очень низкая активность, поэтому был совершен данный вход. То есть если была бы больше активность, я бы рассматривал, конечно же, пробой на разъедение этой плотности. То есть видим, закрываем сделку по take profit 1%. На самом деле цена потом ушла дальше. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до новых встреч!